Здравствуйте! Этим видео мы начинаем серию видеоуроков по работе в программном обеспечении игра в Mac N3D. В этом видео мы рассмотрим основные функции и назначения программного обеспечения, а также основные элементы пользовательского интерфейса. Начнем с основных функций и назначения программы. Программное обеспечение игра в Mac N3D предназначено для трехмерного моделирования и интерпретации данных гравиразведки и магниторазведки. В данном ПО можно строить трехмерные блочные сеточные модели и решать для них прямую и обратную задачу гравиразведки и магниторазведки. При этом наблюденные и рассчитанные поля могут задаваться как на горизонтальной поверхности произвольной высоты, так и на поверхности произвольной формы, например, на рельефе. Решение обратной задачи в программе доступно в ручном и в автоматизированном варианте, то есть пользователь может вручную редактировать блочные, сеточные, плотностные и магнитные модели, а также автоматически подбирать распределение свойств. Более подробно процесс построения плотностных и магнитных моделей мы будем рассматривать в следующих видео, а сейчас перейдем к основным элементам пользовательского интерфейса. Начнем с верхней части окна. Вверху располагается список меню, по которым распределены опции, доступные в программе. Ниже списка меню располагается панель инструментов, на которую вынесены основные опции, доступные в программе. Ниже панели инструментов располагается список сеточных моделей, с помощью которого можно переключать видимую трехмерную модель. Сейчас визуализируется плотность, мы можем переключиться на намагниченность или на оставшиеся варианты сеточных моделей, если они загружены в проект. Ниже, в левой части окна, располагается дерево проекта, в котором содержится информация о всех данных, загруженных в проект, и также в дерево проекта вынесены некоторые настройки проекта. При активации соответствующего элемента в дереве проекта ниже в менеджере свойств появляется список параметров данного объекта и также некоторые опции, доступные для этого объекта. Правее дерева проекта и менеджера свойств располагается окно, в котором визуализируются трехмерные данные, трехмерные объекты. В этом окне может визуализироваться трехмерная сеточная модель. Также здесь могут визуализироваться границы, тела, разломы, срезы вдоль профилей и скважины. Для того, чтобы повернуть вид на трехмерную модель, необходимо зажать правую кнопку мыши и перемещать курсор. Также к 3D-модели можно приближаться или отдаляться с помощью колеса мыши. Правее окна с трехмерной моделью располагаются окна, в которых визуализируются карты. По умолчанию в верхнем окне визуализируются наблюденные поля, в нижнем окне визуализируются рассчитанные поля. Также и в верхнем, и в нижнем окне можно визуализировать дополнительные данные и карты, которые загружены в проект. Кроме того, в этих окнах также визуализируется положение скважин, положение профилей, проекции разломов на горизонтальную плоскость и геометрические объекты. В нижней части окна программы располагается строка состояния, в которой в левой ее части подписываются координаты курсора, если он перемещается над картой, и также вместе с координатами подписывается значение, снятое с карты. Немного правее располагается информация о невязке между рассчитанными и наблюденными полями. Невязка подписывается в единицах, в которых измеряются поля, то есть в миллигаллах и в нанотеслах, а также в процентах от разницы между минимальным и максимальным значением наблюденного поля. Еще правее располагается информация о расчетной поверхности. Здесь либо подписывается высота поверхности, на которой решается прямая задача, либо подписывается, что прямая задача решается на рельефе. И еще правее подписывается информация о нормальном магнитном поле. В следующих видео мы более подробно рассмотрим процесс работы с данными в программе, а также процесс построения плотностных и магнитных моделей.